TP-Link Archer AX73, гигабитный, скажем так, народный роутер, вернее он претендует на звание народного гигабита с USB 3.0, все порты у нас гигабиты с неплохим охлаждением, с неплохой начинкой, да еще и с неплохой ценой. Ребят, на канале Технозон с обзором, поехали. Сначала я хочу вам рассказать и показать, что о нем рассказывает TP-Link, а потом я вам расскажу то, чего они не пишут на своем фирменном сайте. Официальный сайт нам говорит о том, что это Archer AX73. AX5400 двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi 6 роутер. Ну, во-первых, AX5400 это стандарт скорости Wi-Fi, как они заявляют. Это значит, что Wi-Fi, вернее, как они пишут, гигабитный Wi-Fi для 8К стримов, Wi-Fi со скоростью до 5400 мегабит в секунду позволит одновременно работать в интернете, смотреть потоковое видео, загружать файлы на высокой скорости. Немножечко неправда, потому что Wi-Fi 5400 на внешний мир ограничен портом WAN, то есть WAN у нас именно порт интернет у нас всего лишь 1 гигабит, и это означает, что максимальная скорость, которую мы можем получить наружу, это 1 гигабит. И тут же появляется резонный вопрос, а что же такое этот AX5400? Это суммарная, теоретическая, возможная скорость всех устройств в сети данного роутера. Итак, дальше. Преимущество Wi-Fi 6, поддержка 4T4R и HT160 на базе 5 ГГц обеспечивают скорость подключения до 4,8 гигабит в секунду. Опять чистый маркетинг. HT160 это значит, что тут есть поддержка 160 МГц и возможность подключения свыше 200 устройств. Поддержка MUM-AMO и OFDMA. Уменьшает загруженность сети. То, что здесь есть MUM, AMO и OFDMA, это очень хорошо, а также здесь есть beamforming. Знаете, что такое beamforming? Это значит, что вот эти вот антенны, вернее, передача сигнала на этих антеннах реконфигурируется, сила передачи, в зависимости от местонахождения устройства. То есть он определяет, где есть устройство, и реконфигурирует передачу сигнала таким образом, чтобы устройство получало максимальный сигнал в его местоположении. Так, широкая зона покрытия, Home Shield, больше отверстий, ниже температура, общий доступ к USB накопителю. Это все хорошо. Видите, как они здесь красиво все показывают. Все отлично, высокая скорость стримов. Ну, кстати, высокая скорость для 8К стримов, это все классно. Как вести эти 8К стримов? Для стриминга 8К не только скорость важна, важен еще и компьютер. Ну ладно, слушайте. Все они красиво рассказали. А вот теперь мы поговорим немножечко о его аппаратной начинке и начнем именно с процессора. В этом красавце у нас стоит процессор BCM6750, радиочип BCM43684, ОЗУ 128, RAM 512, 5 ГГц, ограничен скоростью, как они заявляют, 4804 мегабита в секунду, соответственно 2.4 574 мегабита. Вот этот вот порт USB 3 у нас поддерживает NTFS, XFAT, HFS+, и FAT32. По сути он поддерживает и Apple QuickTime, и Samba сервер, и плюс мне понравилось то, что у него есть еще и мини-DLNA, то есть он может транслировать мультимедиа на ваше совместимое устройство, это значит, что вы можете подключить сюда через USB 3, вот этот вот USB 3 SSD диск с фильмами и смотреть его на телевизоре, например, без Smart TV бокса. Ни о какой поддержке торрент клиентов здесь, конечно же, не идет, их просто-напросто нет, но в принципе, чем еще интересен роутер? Конечно же, как Wi-Fi 6 роутер, он поддерживает Mesh-системы, и Mesh это очень классная тема, мы уже показывали, как работает Mesh на нашем канале, правда, на примере других производителей, и сразу немножечко расскажу о тех характеристиках, которые у него есть именно по скорости, которые мы получили. А получили мы все просто и тривиально, чистый гигабит. Чистый гигабитный LAN-порт, чистый гигабитный WAN-порт, это порт интернет, чистые гигабитные LAN-порты. У нас скорость чтения на USB 3.0, вот он сбоку у нас спрятан, составляла около 60-80 мегабайт в секунду в пике. Мегабайт, не путайте с мегабитами. А этого хватает для того, чтобы проиграть самый тяжелый контент с SSD диска, либо с жесткого диска на вашем устройстве, доступ к которому есть, вернее, доступ на котором есть к носителю с этого роутера. Вот как-то я так замудренно сказал, но по сути это просто-напросто в виде подключенного диска. Сам по себе
роутер усеян вот такими вот диффузорами охлаждения, он и сверху, и снизу, при этом у него есть места крепления для того, чтобы крепиться на стене. Очень часто спрашивают меня подписчики, есть ли там крепление, если забываю о них рассказать. Крепление есть. И вот почему же все-таки это народный роутер? Да потому что его цена и его, допустим, качество, и его характеристики, да плюс фактические тесты говорят о том, что вполне он может быть народным гигабитом. Для того, чтобы узнать цену, вам придется перейти по ссылке в описании под видео. Специально разместил ссылочки на проверенных продавцов, которые отгружают данный роутер, и мы знаем, что там продается именно вот то, что мы обозреваем. Одним из плюсов по сравнению с китайскими чистыми роутерами является поддержка мультикаст. Это операторский IPTV, проблемы с которым есть у действительно китайских роутеров. Это не говорит, что китайские роутеры не могут воспроизводить IPTV поток. Нет, IPTV поток они спокойно воспроизводят, но только не мультикаст, а вот по типу как iLook TV, да, то есть там обыкновенно, ну это вот очень простым языком я сейчас объясняю. А мультикаст, к сожалению, китайцы воспроизводят крайне редко, а вот TP-Link спокойненько работает с мультикастом. Ну и, конечно же, китайские роутеры лишены таких типов соединений, как L2TP, некоторые даже лишены PPTP, что в этом роутере реализовано в полном объеме. Слушайте, ну все, будем переходить уже на тесты. В принципе, я вам рассказал о нем тот необходимый минимум, все остальное вы сможете почитать в описании под видео по ссылочкам. Также я советую вам подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные обзоры. Ну и, конечно же, не пропустить наши розыгрыши ценных призов и подарков. Ну а я хочу еще напомнить, что интернет, самый мощный интернет, который есть у нас в Украине, это 10 гигабит интернет, предоставляет нам субъект предпринимательской деятельности, который работает под брендом Trialan. И ссылочка на провайдера лежит тоже в описании под видео. Но сейчас мы берем этот роутер и переходим с вами на тесты. Тестируем на внутренние сервера нашего провайдера через спид-тест. Получаем, сейчас посмотрим, 506, ну, почти 600 мегабит через LAN. Будем пробовать сейчас через Magic IP. Сразу пока оно тестирует, можем уже заходить на Magic IP. Как-то слабовато, 522 на 170 на 180. А что это за тест скорости сети? Как-то что-то я не понял. Давайте пробовать через IPRF 3. Пробуем через Magic IPRF на Амстердам. Как-то меня что-то не впечатлил спид-тест. Но на спид-тест вообще ориентироваться трудно. 800, 900. Вот теперь мы видим реальный тест скорости сети 941 мегабит. Мы сейчас увидим на загрузку и на выгрузку 931 на 931. Тут как бы нормальный WAN и нормальный LAN. Он выдает чистый гигабит, потому что плюс еще служебный трафик, и мы получаем именно все по максимуму. Претензий 941 в пике. Претензий к LAN и WAN портам у нас нет. То есть это честный гигабитный роутер. Теперь нам нужно выяснить, насколько Wi-Fi дотягивает до этого самого гигабита. Мы отключаем LAN от нашего компьютера. Мы видим, что он у нас отключился. И подключаем, вот он, TP-Link, и подключаем сеть 5 ГГц нашего TP-Link. Стартуем тот же Magic IPRF через 5 ГГц модуль. У нас Wi-Fi 6 модуль в ноутбуке. Поехали. 725, 854, 886, 861. Это хороший показатель для 6 ГГц, для Wi-Fi 6 в 5 ГГц. Для, скажем так, народного роутера это классно. То есть мы можем еще раз протестировать для того, чтобы устаканить наши результаты. Потом протестируем 2.4, давайте 804, 808, 813, 860, 854, 878 и поднимается. Около 900 мегабит он спокойненько топит. Теперь мы подключаем 2.4, тестируем, а потом внутренние тесты мы сделаем с Wi-Fi на компьютер, с компьютера, при этом в разных диапазонах, и протестируем дальность пробивания. Так, 2.4 подключили, тестируем дальше, поехали. И 147, 52, 49, многовато я потоков задал, но он вытягивает более-менее многопоток. 97 на 94, давайте попробуем потоков немножечко уменьшить, что-то я
чуть переволновался, скажем так. Поэтому так, 95, 67, 74, 66, 114, 146, 115, 133, 129. Это хорошая скорость, тоже такой 108 на 108. В среднем 100 мегабит 2.4 это очень хороший показатель. Можем, знаете как, попробовать через спидтест. Ну, спидтест, я же говорю, он очень неинформативен, потому что у самого по себе спидтеста, ну вот 100, 120 через спидтест на 2.4. Давайте смотрим. 120 на загрузку, даже 123 и около сотки на выгрузку. То есть мы подтверждаем данные результаты. На внешний мир он работает просто шикарно. То есть ваше устройство, мы сейчас включим наш смартфон. На смартфоне я включаю сначала 5 ГГц, мы должны все устройства протестировать. И пробуем через спидтест для начала. Видели, этот тест у нас сейчас на экране, это мы тестировали Xiaomi AX6000, вот как-то так. Сегодня у нас утренний тест, то есть у нас такая скорость есть. И опять же Wi-Fi на внутренние сервера нашего провайдера через спидтест это 600 мегабит, 620, обязательно проверим Magic iPerf, 640 на загрузку, 646 и 500, даже 600 на выгрузку, вот примерно 646 на 611. Пробуем через Magic iPerf, стартанули, давайте смотрим и получаем 700 на смартфоне, ну, было пиково 773, 675, 583, примерно те же самые результаты, 762 на 618. Это хорошо. Теперь мы пробуем LAN to Wi-Fi. Мы подключаем LAN обратно в наш компьютер, создаем здесь элементарный сервер и стартуем самый простой тест с компьютера на нашу Wi-Fi. Будем сейчас посмотреть, сколько он. 720, 682, 681, 701. Ну, вот, в принципе, имеем, что имеем. То есть мы имеем нормальные показатели работы внутри сети между Wi-Fi устройством и устройством, подключенным к локальной сети. То же самое мы должны проделать Wi-Fi на Wi-Fi, чтобы понимать, какой процент падения мы можем получить. Подключаемся сначала к 5 гигагерцовой сети. И стартанули Wi-Fi на Wi-Fi. 400, 369, 369 это нормальная показатель работы Wi-Fi. Это когда он может падать, ну, примерно в 2 раза. Это нормально. Если он падает больше и проваливается, это уже какой-то дикий непонятный момент, поэтому мы должны учитывать, что здесь он работает действительно хорошо. Вот какой-то получился у нас сбалансированный нормальный роутер. Теперь мы это будем тестировать на один поток на удаление в 5 ГГц. На один поток вблизи роутера он показывает, сейчас мы сделаем 3 теста, чтобы мы видели средние. На один поток 218 на 218. Еще раз тестируем. Так, на один поток он у нас показал 279 на 279. Теперь следующий, я думаю, что даже выше будет, разгонится немножко. 336 на 336, еще раз, нам нужен средний показатель, уже средневзвешенный, чтобы мы сейчас при отдалении, вот при нашем тесте отдаления от роутера, понимали, насколько падает у нас сеть. 322, ну в среднем мы понимаем с вами, 300, чуть выше 300, да, там 320-330 мегабит в один поток. Ань, пожалуйста, отходишь на контрольную точку. Контрольная точка — это одна капитальная стена с металлической дверью, плюс еще одна стена и одна дверь. Это примерно, сколько метров? 25-30, да, у нас получается. То есть Аня у нас пошла, она, когда даешь два теста, Ань, 2 теста, все. И ждем. То есть мы с вами увидим процент самого падения при отдалении. Самое классное, это что у нас было падение, вернее минимальное падение, это на AX9000, ну и AX6000 потом за ним был. Само собой Kinetic Ultra. Здесь у нас, давай, далеко пошло. Поехали. 315, 300, слушайте, а тоже так нехило он держит сеточку. 319. Что падение в 5 ГГц практически нет падения, а они есть. Где-то там какие-то единичные. Он потом все равно выравнивается. Нормально. Нормально. Сейчас Аня вернется. Чуть усилим немножко. Добавляем еще одну металлическую дверь, потому что у него практически нет падения. То есть 30 метров, 25-30 метров, получается капитальная стена с металлической дверью, еще одна стена, и у нас не было практически падения, мы не поняли процент падения. Она сейчас заходит еще за одну металлическую дверь, это жесткое испытание, у нас там китайские роутеры выли,
от такого дела. Все, я услышал, она закрылась, поехали. Блин, и получается ситуация, что там коннекта нет. Ха-ха-ха. Не коннектится. Так, проверили еще раз вблизи. Слушайте, ну как-то интересно. Держи, давай еще раз за дополнительную металлическую дверь уходи. Он неплохо пробивает. У нас получается, знаете, в чем ситуация? Он ослабляет, когда сигнал, он у нас там находит еще одну сеть. Из-за нее я только что отключил эту сеть. Сейчас услышим, не услышим хлопок двери. О, услышали. Поехали. Так, есть законнекшн. Вот. Вот теперь мы видим реальное падение, но это вообще жесткач. У нас на том месте AX9000 падал в ноль. Просто в ноль. Просто в ноль. Получается, сейчас у нас около 35-40 метров. Одна металлическая дверь, вторая металлическая дверь. Нет, у нас, знаете, как капитальная стена с металлической дверью, еще одна стена и еще одна стена с металлической дверью. То есть это полный экран, и я вам скажу, у нас роутеры редко такое выдерживают. Вот она уже идет обратно, я так понимаю. Или не идет, она там сидит. По скорости видно. А вот она вышла, я слышу, как она идет. И сейчас будет по мере приближения увеличиваться скорость. Вот мы видим, да, 46, 222 и выходит на 300 с чем-то. Короче, у него очень классная пробиваемость. Очень классная. Вот это вот у него есть MUM AMO, бимформинг, само собой понятно. А давайте попробуем еще и 2.4 на удаление. Так, подключились к 2.4. Запускаем сервачок, меняем само собой IP-адрес и на один поток. Смотрим, что у нас на один поток он выдаст. Ну, здесь вообще четко 2.4 выше 100 мегабит лупашит. Ай-яй-яй. 2.4 здесь классный, конечно. 112 на 112. Ань, отходишь сейчас. Ну, блин, давай, около сотки. Ну, вот около сотки он и дубасит. Сейчас посмотрим. 103 на 103. Уходишь. Первая контрольная точка. 2 теста проходит, возвращаешься. Сейчас посмотрим. Но в 5 ГГц он работает неплохо. Очень неплохо. А знаете, что мне нравится? Мне нравится вот этот дизайн ячейки. Вот эти классные. Неплохой роутер. Давайте стартуем. Опа! В 2.4 падение в 10 раз. Самое прикольное, что 5 ГГц не падает так. 5 ГГц там падение вообще максимум процентов 10-15, а здесь мы получаем дикое падение. Дикое. Ну, понятное дело, что 2.4 при его интерференции, вот при наличии большого количества роутеров, это просто ужасно. А знаете, что у нас есть еще в данном роутере? В данном роутере есть у нас Samba, у нас подключены жесткие диски. Вот у нас есть жесткий диск, он подключен через USB 3. И у нас здесь есть поддержка Samba, есть поддержка Time Machine, и есть даже поддержка DLNA. Я вам сейчас покажу, как у нас Samba работает, скорость копирования по Samba. Давайте копировать. Скорость 80 мегабайт в секунду. Так, 80 мегабайт, 60 мегабайт в секунду. Норм. Давайте еще разик попробуем. Перезапишем. Заменить файл. 80, 80, 78. Ну, короче, 80 мегабайт в секунду на считывание. И сейчас мы на запись туда же его заменим. И на записи у нас 48-50 мегабайт в секунду. Это тоже нормальная скорость записи на этот самый диск, который подключен через Samba протокол. Смотрите, по тестам скорости во всех аспектах он работает неплохо. Давайте пробежимся с вами по настройкам. Есть у нас быстрые настройки, это где показана у нас схема сети. Мы видим интернет, Archer AX73, устройство Mesh сети. Это Mesh роутер, поэтому Mesh здесь поддерживается, и клиенты. Вот мы видим, какие клиенты у меня подключены, и виден скорость приема передачи, их Connect. Если мы с вами зайдем в дополнительные настройки, сразу будем здесь смотреть, мы видим, у нас есть динамический адрес, это общая инфо, заходим в интернет, поддерживает он подключение статику, динамику, PPPoE, PPPoE Россия, L2TP Россия и PPTP Россия. Вот это вот, кто бы мне сказал, что я так буду заговариваться. Ладно. В расширенных настройках есть у нас, видите, получить динамически от поставщика интернет-услуг адрес DNS-сервера. Это дополнительные настройки, более тонкие. Плюс есть клонирование MAC адреса и есть поддержка NAT. Мы его включаем.
Есть поддержка NAT. Также мы можем автосогласовать скорость порта 1000 мегабит. Если бы сюда еще 2,5 гигабит, для меня чисто VAN, то вообще был бы беспрецедентный такой, знаете, сбалансированный роутер. В настройках LAN мы можем задать с вами IP-адрес сети, и есть у нас агрегирование каналов. Это значит, что объединяет два порта LAN для создания единого канала данных с высокой пропускной способностью. Но это не значит, что он будет работать на внешний мир, 2 гигабита, 3. Нет, это просто агрегирование каналов. Есть поддержка IPTV, при этом поддержка мультикаст от GMP Proxy, GMP Snooping и передача мультикаст трафика в беспроводной сети. Есть поддержка стандартного DHCP сервера с резервированием адресов, плюс у нас есть, видите, список клиентов DHCP, поддержка DDNS, маршрутизация, вы можете задавать список статических маршрутов, то есть по сути TP-Link ID. Такое себе удовольствие, конечно. Вы можете, конечно, туда зайти и получить просто-напросто удаленное управление своей сетью через приложение Teaser. Беспроводной режим, у нас есть поддержка OFDMA, это фишка Wi-Fi 6, есть TWT, это по сути, когда он будет устройство, знаете, как они пишут, что устройства могут просыпаться только во время сессий TWT, как-то так, знаете, вот очень простым языком. Есть Smart Connect, он объединяет сети в одну, нам это не интересно, мы специально разъединили. 2,4 ГГц, у нас есть методы шифрования WPA3 поддержка, есть регулировка мощности передатчика, ширины канала 20-40 МГц, либо авто, канал от 1 до 13 в 2,4 и режим работы 802.11ax, BGN смешанный и BGN-AX тоже смешанный. В 5 ГГц примерно то же самое с поддержкой WPA3, с шириной канала раздельной до 160 МГц, но 160 МГц не позволит реализовать полную скорость, потому что у нас все ограничено гигабитом. То есть гигабит вот этой вот сети, он очень обидный, было бы 2,5, было бы вообще отлично. Но при этом вам позволяет это все сделать под планку. Вы видели тесты наши, да, там под 800 мегабит Wi-Fi просто отлично работает. И также у нас здесь есть каналы от 36 до 128, при этом есть каналы DFS. И в 5 ГГц есть NAC смешанный, BGN-AX смешанный и только 802.11ax. Есть возможность организации гостевой сети, при этом с разрешением гостям видеть друг друга и с разрешением гостевым пользователям доступ к моей локальной сети. Расписание беспроводного вещания, вы можете включить его и включать беспроводное вещание по расписанию. Бывает, люди у меня спрашивают. Поддержка обыкновенного WPS, дополнительные настройки. Есть тонкие настройки беспроводной сети, есть поддержка USB. В USB у нас мы видим наш жесткий диск сейчас на 447 гигабайт. Мы не получили, давайте сейчас обновим. Для того, чтобы получить доступ, вам достаточно, допустим, для Samba для Windows, вы можете просто зайти в мой компьютер, нажать мой компьютер, подключить сетевой диск, взять вот этот адрес TP-Share, вставить сюда и нажать обзор. Все, вот ваш TP-Share, вы выбираете жесткий диск и подключаете. Очень все просто. Также есть доступ к локальному FTP серверу и есть локальный, интернет FTP. Вы можете получать доступ извне. Общий доступ к файлам можно включить, он будет обменивать файлами с устройствами в домашней или офисной сети. И обмен медиафайлами. Это значит, что включается ваш мини-деланный сервер. Есть у нас NAT-переадресация с перенаправлением портов, есть порт-триггеринг, UPnP и демилитаризованная зона. Home Shield, все мы знаем, что такое Home Shield. Это такая штука, которая требует небольшой подписки. Да ладно. Защита. У нас есть стандартные способы защиты, при этом они достаточно действенные, как для обыкновенного роутера домашнего пользователя. У нас есть контроль доступа, привязка IP и MAC адресов, и есть у нас ALG, это шлюз уровня приложения, который позволяет пропускать определенные виды трафика. В разделе VPN сервер есть поддержка OpenVPN, это сервер OpenVPN, это для того, чтобы вы удаленно могли получать доступ к вашей сети. Есть поддержка PPTP Россия и есть
сессии VPN-соединений, есть поддержка IPv6, немножечко расширена, не такая, как на китайских роутерах на всех. Есть меню One Mesh, где вам рассказывается, что такое Mesh, что такое общая сеть. И это значит, что этот роутер вы можете использовать именно в Mesh-сети. В системе есть обновление встроенного ПО, резервное копирование, администрирование, в принципе, все абсолютно стандартные настройки, в том числе диагностика, которая пингует, есть перезагрузка. При этом можно ее включить по расписанию, есть управление LED-индикацией, вы можете их выключить, и есть рабочий режим, где вы выбираете Wi-Fi роутер, либо просто-напросто точка доступа. Не путайте с Mesh-сетью, Mesh-сеть управляется отдельно. Больше тут ничего, ребят, нету. Вот в отдельном пункте Home Shield у нас даже выведено. Слушайте, я готов прорезюмировать, достаточно интересный роутер, как на мой взгляд. Переходим. В качестве резюме я могу вам сказать, что это крайне неплохой и сбалансированный по характеристикам роутер в отношении его цены. У него вращающиеся антенки, я забыл вам об этом сказать, мне так понравилось, потому что я могу его повесить и конфигурировать антенны так, как мне необходимо. То есть это будет примерно вот так вот красиво висеть. Вообще мы его рекомендуем. Мы его рекомендуем, нам понравился, и именно понравился из-за того, что в нем есть и USB, и нормально работающий честный гигабитный LAN, неплохой Wi-Fi 5 ГГц, который поддерживает Wi-Fi 6. И я думаю, что данный роутер действительно заслуживает внимания, поэтому мы вам показали все как есть, нам это нравится, я думаю, понравится и вам. Да, я думаю, что вам уже нравится, поэтому мы ждем от вас лайки, конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.